Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Такое сообщение 30 мая появилось на официальной странице Анастасии Заворотнюк в социальных сетях. А вот что написала дочь Анастасии Анна. «Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», написала дочь Анастасии Анна. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни. Несколько лет она мужественно боролась с тяжелой формой рака. Анастасия не показывалась поклонникам и практически не общалась с ними. Некоторых актрис на российской сцене нередко называют зажигалочками. Вот именно такой для многих представляется Анастасия Заворотнюк. Яркая, красивая, веселая и острая на язык. Такой публика знает и помнит звезду. В ее послужном списке множество комедийных ролей, но есть и драматические проекты. Конечно же, особняком стоит проект «Моя прекрасная няня», который и сделал из нее звезду всероссийского масштаба. Анастасия проявилась на свет 3 апреля 1971 года. Папа Анастасии, Юрий Андреевич, был уважаемым человеком и возглавлял целый телеканал, а также был принят в Академию российского телевидения. После того, как он ушел с позиции топ-менеджера, стал заниматься различными проектами на главных телеканалах страны. А мама Валентина Борисовна была актрисой и служила в Астраханском театре. С детства будущая звезда была окружена известными людьми. В доме регулярно появлялись актеры, режиссеры, музыканты. Не мудрено, что Настя сразу захотела быть актрисой и с детства двигалась к мечте. Она ходила во всевозможные секции, занималась танцами. В 1989-м Анастасия решила двигаться к мечте. И поехала в Москву поступать в театральный вуз. Она провалила экзамены в ГИТИС, чуть было не отказавшись от мечты. Но тут на помощь пришел отец, заставивший ее попробовать свои силы в школе-студии МХАТ, куда ее взяли на курс к Авангарду Леонтьеву. Позже и ГИТИС покорился со второго раза. Как говорила сама Анастасия, она была скромным, воспитанным и домашним ребенком, поэтому первое время было тяжело. Кинодебют молодой актрисы состоялся в фильме Тамары Павлюченко «Машенька», где она сразу сыграла главную роль. Картина, снятая по мотивам романа Владимира Набокова, стала популярной и принесла Анастасии первую славу. Став фактически лицом канала СТС, после успеха «Моей прекрасной няни» Анастасия работала над разными проектами. В том числе и шоу «Хорошие песни». Ее также сделали ведущей «Танцы со звездами», «Танцы на льду». А затем случилась работа с Первым каналом, где она вместе с Маратом Башаровым и Петром Чернышовым вела проект «Ледниковый период». Перед тем, как пришла новость о раке, Анастасия активно снималась в сериалах и кино, а также занималась благотворительностью, помогая тяжело больным детям. Такая красивая, яркая и самобытная актриса долго не могла быть одна. Анастасия довольно рано вышла замуж, а также имела несколько громких романов. Первым супругом звезды стал продюсер Олаф Шварцкопф. Мужчина был старше звезды на 12 лет, ей было 22, а ему 34. Пара познакомилась на одном из мероприятий. Они много работали, путешествовали и наслаждались друг другом, строя общие планы. Анастасия и Олаф были женаты официально. Расписались они в родной для актрисы Астрахани. После этого пара перебралась в Таллин, но молодая и амбициозная актриса уже почувствовала запах свободы и славы и быстро осознала, что в Эстонии ей будет скучно. Вернувшись в Москву, она стала работать в театре. Брак на расстоянии длился год, пока звезда не встретила второго супруга Дмитрия. Дмитрий Стрюков был владельцем московского автосалона и продавал элитные автомобили. Анастасию сразу привлек статный, красивый и богатый мужчина, который имел серьезные намерения на ее счет. Они поженились в 1996. Именно в этом браке родились двое детей. Сначала Анна в 1996 году, а затем и сын Майкл в 2000. Так как муж имел плотные связи в США,
то Анастасии пришлось переехать туда с мужем. Но в Америке актриса не пошла по своей профессиональной сфере, а стала заниматься недвижимостью. Продавала квартиры в Лос-Анджелесе и Чикаго. Но затем у актрисы началась яркая и насыщенная жизнь в Москве, которую принес успех сериала «Моя прекрасная няня». Звезда пыталась заниматься семьей и спасти брак, но этого не удалось сделать. В 2006-м Заворотнюк развелась с мужем. Как говорят, не последнюю роль в этом сыграл и ее партнер по съемкам Сергей Жигунов. Знаете, как в народе говорят, от хороших не уходят. И это правильно. Не уходят от хороших. Вот и все, что я вам скажу, признавалась Настя. Поклонники считают, что Сергей Жигунов – один из самых важных мужчин в жизни Анастасии. Познакомились они в 2004-м во время работы над сериалом «Моя прекрасная няня». Как выяснилось позже, слухи о романе были совсем не слухами. Ради того, чтобы быть с Анастасией, Жигунов бросил жену. А она ушла от мужа. В середине 2000-х еще не был так распространен интернет и социальные сети, поэтому информация об их отношениях поступала весьма скупая. Да и сами звезды не спешили комментировать отношения. Роман мог бы перерасти в свадьбу, а также красивую историю любви, если бы не новое увлечение Заворотнюк фигуристом Петром Чернышовым. Ради него она бросила Жигунова, который тяжело переживал расставание. Спустя много лет Сергей категорически отказывается говорить об Анастасии и не комментирует эту связь. Возвращение к супруге для актера обернулось провалом. И Жигунов увлекся актрисой Викторией Ворожбит, которая и стала его новой женой. Молодой длинноволосый фигурист Петр Чернышов появился в жизни Анастасии во время работы над проектом «Ледниковый период». Пара очень быстро нашла общий язык и решила попробовать сделать все для совместного счастья. «Не знаю, что его привлекло в наших отношениях», — говорила Настя. «Внимание прессы или финансовая составляющая? Не знаю. Я сразу поняла, чего хочу от этих отношений. Всего и по максимуму. Я вижу человека, с которым хочу прожить жизнь», — говорила звезда. В итоге уже в сентябре 2008 года СМИ пестрили заголовками о свадьбе звезды «Моей прекрасной няни» и спортсмена. Впрочем, праздник был не для всех, а только для близких. За 10 лет совместной жизни пара много работала, гастролировала и принимала участие в разных проектах. Главной мечтой у них было строительство большого загородного дома, где могла бы собираться вся семья. Это они реализовали в 2018-м. Через год, в марте 2019 года, журналисты выяснили, что актриса стала мамой очаровательной малышки Милы. Но счастье женщины было недолгим. Вскоре она узнала о страшном диагнозе, изменившем ее жизнь. Незадолго до того, как появилась новость о раке мозга у актрисы, она пережила страшные трагедии. Ушел из жизни ее отец, а затем и любимый брат. Это серьезно ударило по психоэмоциональному состоянию знаменитости, которая долго не могла смириться с потерей близких. Осенью 2019 года у Анастасии Заворотнюк был обнаружен страшный диагноз – рак мозга. Состояние актрисы на тот момент было крайне тяжелым. Ее подвергали нескольким операциям и химиотерапиям. Спустя буквально полгода родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» стали говорить, ей стало намного легче и артистка стала сама передвигаться. Поклонников такие новости порадовали, ведь выживаемость пациентов с таким диагнозом всего 5%. И, видимо, артистка оказалась в их числе. После этого новости о состоянии актрисы стали редкими, а ее родные решили больше не высказываться о состоянии. Даже старшая дочь Анна стала писать в социальные сети резкие посты, в которых сразу предупреждала поклонников, все вопросы о здоровье матери будут блокироваться. Неудивительно, что причиной стала такая реакция семьи актрисы. Им все это время было крайне нелегко. Анна Заворотнюк призналась в начавшейся у нее депрессии. А Петр Чернышов соглашался на участие буквально во всех проектах, чтобы заработать на дорогое лечение жены. Многолетнее лечение сказалось и на внешности актрисы.
Она сильно набрала в весе из-за гормональных препаратов и осталась без волос из-за химиотерапии. Об этом сначала рассказали друзья, а после это подтвердили снимки, сделанные на камеру слежения. Актриса стала неузнаваемой. Тем не менее, артистку выписали, и она долго находилась дома под присмотром родных и врачей. Отмечали, что Анастасия стала лучше, и причиной этому стал препарат за 300 тысяч рублей, разработанный специально для заворотнюк. Именно этот препарат блокирует образование новых раковых клеток. Он помог, но ненадолго. Если с онкологией сначала стало чуть лучше, то с другими моментами дела обстояли не так хорошо. Из-за многочисленных химиотерапий у актрисы начались проблемы с сердцем, печенью и почками. Год назад знакомые актрисы рассказывали, что ее состояние немного стабилизировалось, но передвигаться она может лишь в инвалидном кресле из-за развившегося паралича и набора веса. Несмотря на то, что семья прятала ее от публики, соседка-заворотнюк однажды заметила ее во время поездки в больницу с сиделкой. Анастасию, по словам женщины, было не узнать. От прежней прекрасной няни остался только взгляд. Родные уже сообщили, что начали готовиться к церемонии прощания. Значит, это не было удивлением для всех членов семьи. О том, где и когда это случится, они сообщат в ближайшее время.